Сумской области ликвидирован командир мотострелкового батальона 30-го мотострелкового полка майор Андрей Ярцев с позывным «Артист». Сообщается, что Ярцева задвухсотили в середине июня. Впрочем, только сейчас в российских пабликах появились детали этого инцидента. Как сообщают в Z-пабликах, Ярцев, который должен был командовать личным составом, вдруг оказался среди солдат на передовой линии фронта. Туда его отправили наказанным, и сделал это непосредственный командир «Артиста», подполковник Шипицын. Заявляется, что между офицерами давно было напряжение. По версии оккупантов, Ярцева ликвидировали в стрелковом бою, когда штурмовые группы ВСУ зашли на пехотинские позиции, где находился майор. Тем временем стало известно, что российские оккупанты, которые участвовали в самоубийственной операции «Труба» в Курской области, остались без здоровья и выплат. Об этом сообщила Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова. Путинские солдаты, которые неделю провели в подземной магистрали около Суджи, получили тяжелые повреждения легких. Значительная часть из них скончалась прямо в трубе, а те, кто выжил, попрощались со своим здоровьем. У оккупантов диагностировали острый бронхит, который стремительно перерос в рак легких и тромбоэмболию легочной артерии. Теперь они один за другим умирают на больничных койках без помощи государства. Дело в том, что власти РФ отказали считать их заболевания травмами, полученными при выполнении боевого задания. Зачем их туда отправляли? Почему их забыли? Выполнили приказ, вернулись обреченными, и теперь никого не интересует их судьба, пожаловалась пропагандистка. Вот реальное отношение российских властей к своим солдатам. Они наплевали на участников этой операции, но зато устроили победобесие с трубами. Труба! Вчера дроны атаковали склады ракетного топлива и горючего в Брянске. В результате удара начался пожар. Об этом РБК Украина сообщили источники в разведке. Сначала местные паблики в социальных сетях сообщили, что в районе Брянска зафиксировали неизвестные дроны. После этого в одном из районов города прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Местные жители жаловались, что после 4 взрывов начался пожар на нефтебазе. Источники РБК Украина рассказали, что причиной взрыва и пожаров стала атака украинских дронов «Бобер», «Баклан» и «Обрий» на склад 1061-го Центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске. Поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске – это часть комплекса действий по снижению логистических способностей российской оккупационной армии, отметил источник издания в разведке. Хорошо. 25 июня украинские беспилотники вновь поразили железнодорожные составы в оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил российский ресурс «Астра», ссылаясь на информированные источники. Первый поезд был атакован на перегоне между Большим Токмаком и Молочанском. В момент удара он шел с Волновахи в Крым, везя около 40 полувагонов. В результате попадания загорелся дизельный отсек локомотива. Состав смог дотянуть до Молочанска, где его пытались потушить. Чуть позже, в тот же день, 6 беспилотников ударили по локомотиву на станции Большой Токмак. Поезд перевозил пиломатериалы, металлопрокат, контейнеры со стройматериалами. От атаки пострадала высоковольтная камера тепловоза, а также была нарушена тормозная магистраль. Стоит напомнить, что это не первая подобная операция украинских сил. Еще 21 июня ВСУ атаковали ЖД-состав 40 цистернами бензина и дизельного топлива между Молочанском и Светлодолинском в том же Мелитопольском районе. По данным источников, тогда часть вагонов загорелась, а до 20 цистерн могли получить повреждения. Такие удары по логистике создают серьезные затруднения для российских войск, которые активно используют ЖД-инфраструктуру для снабжения своих подразделений на юге Украины.
На военно-морской базе в Бельгии состоялась церемония передачи ВМС Украины 2 тральщиков, выделенных из состава флота в Бельгии и Нидерландов. Корабль от бельгийской стороны теперь будет называться «Мариуполь», от нидерландской – «Мелитополь». До конца этого года от Нидерландов также должна состояться передача еще одного тральщика. В строю ВМС Украины он будет называться «Геническ». Об этом написала пресс-служба Министерства обороны Нидерландов. Ведомство указывает, что информация о проведении церемонии передачи тральщиков для ВМСУ была обнародована с определенной задержкой из соображений безопасности. Тем временем Канада изучает вероятность заключения ряда двусторонних соглашений с Украиной по совместному производству военной техники. Об этом заявил министр обороны страны. По словам министра, вероятность налаживания такого производства сейчас находится на рассмотрении Министерства национальной обороны и вооруженных сил Канады. В качестве примера для изучения Оттава рассматривает модели сотрудничества, которые уже реализуются между Украиной и отдельными европейскими странами, в частности Данией и Францией. Министр обороны Канады положительно отозвался о прогрессе Украины в области беспилотных технологий. Кроме того, по словам министра, федеральное правительство Канады изучает возможность финансирования создания производственных мощностей как на территории нашей страны, так и в Канаде. Президент Европейского совета Антонио Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решительно поддерживают Украину на пути к членству в ЕС. Об этом лидеры заявили во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе. Кошта подчеркнул, что безопасность Украины является неотделимой от безопасности всей Европы. Глава Евросовета добавил, что цель ЕС – движение справедливого и прочного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в ЕС. Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Поэтому сейчас пришло время активизировать нашу работу и продвигаться на пути к вступлению в Европейский Союз, сказал он. Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила решимость Украины на пути реформ, несмотря на постоянные российские обстрелы. Следовательно, Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении. Украина выполнила свою задачу. Теперь должны действовать и мы, ведь процесс вступления основывается на заслугах, а Украина заслуживает двигаться вперед, добавила она. Вместе с этим Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Об этом на той же пресс-конференции сообщил Антонио Кошта. По его словам, работа над принятием нового пакета продолжается, она находится на продвинутой стадии. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа завершится в скором времени. Ранее портал «Индекс» со ссылкой на источники сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал принятие 18-го пакета санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Цена нефти Юрал снова упала ниже $60. Об этом сообщает Reuters. Стоимость нефти в российских портах снизилась до $55-56 за баррель, опустившись ниже западного ценового ограничения в $60. Причиной стало падение глобальных цен на Brent после перемирия между Ираном и Израилем. На этом фоне основным покупателем российской нефти остается Индия. В этом году она забрала уже 80% морского экспорта Юралс.